5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context. Добро пожаловать на наш курс 5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. Этот курс проведет сегодня с вами Ина, то есть я. Цель этого курса – дать вам совет, как не только понимать русский язык, но и научиться разговаривать на нем. Этот курс предназначен для тех, у кого уже есть определенный уровень владения языком и его понимания на слух. Если вы меня понимаете как минимум на 80%, то этот курс для вас. Наш курс состоит из 5 уроков, а именно из 5 правил. С помощью этих 5 правил мы представим вам наш метод изучения русского языка. Мы дадим вам правила, которые помогут вам дальше развиваться, понимать русский язык и говорить на нем. Если вы слушали наши подкасты Russian in Context, то вы, возможно, уже знаете, что мы говорим на многих языках. Поэтому мы хотели бы поделиться этим огромным опытом также с вами. Мы не утверждаем, что через 5 дней после этого курса вы сразу же заговорите на русском языке. Нет. Но у вас будут на руках правила, будет на руках метод, как быстрее научиться говорить на этом языке. Каждый день вы будете получать по электронной почте письмо с одним уроком, которое содержит аудиозапись в формате MP3 и транскрипцию в PDF-файле. Таким образом, вы будете иметь возможность прочитать текст и лучше понять наш урок. Наши правила, они просты, но эффективны. Итак, начнем первый урок, который называется «Слушать, слушать и еще раз слушать». Я задам вам вопрос. Как вы выучили свой родной язык в детстве? Задумайтесь об этом. В детстве вы слушали речь мамы, папы, бабушек и дедушек. Вы слушали их очень часто. Вы слушали их каждый день. Вы слушали их в течение нескольких лет, перед тем, как научиться самим разговаривать на этом языке. Вы слушали внимательно, вы слушали их произношение, интонацию, мелодию языка, построение предложения, склонение глаголов и так далее. Неосознанно вы усвоили грамматику. В детском возрасте у вас не было учебника, вы не записывали слова и не переводили их, не правда ли? Именно этим способом вы выучили свой родной язык. Почему же взрослые люди думают, что с возрастом нужно изучать другой язык по-другому? Они записываются на курсы иностранного языка, зубрят грамматику и учат каждое слово наизусть. Наше первое правило – слушайте носителей языка, русскоговорящих людей, у которых русский язык является родным языком и которые свободно говорят на нем. Важно активно слушать новую информацию, вслушиваться в слова и в их произношение. Но ни в коем случае этим не следует заниматься перед сном, когда вы очень устали и хотите спать. При этом выбирайте тексты и ту информацию, которую вы понимаете как минимум на 80%.
Если текст не подходит вашему уровню знания языка, то вы просто теряете время, слушая и не понимая его. Чрезвычайно важно слушать регулярно, слушать каждый день. Мы рекомендуем слушать живой русский язык и носителей языка как минимум 30 минут, а лучше 1 час в день. Чем больше, тем лучше. Материал для прослушивания, который вы выбираете, должен быть вам по-настоящему интересен. Бессмысленно слушать то, что вам не интересно. Возможно, это очень скоро вам надоест, вам станет скучно, и мотивация просто пропадет. Мы советуем вам выбирать те темы, которые бы вы слушали с большим интересом и на своем родном языке. Важно найти ту информацию и те темы, при которых вы не только сможете развиваться дальше и чему-то учиться, но и сможете улучшить ваше знание русского языка. Слушайте подкасты на темы личного развития, о политике, о спорте, о литературе, а также слушайте стихи и песни на русском языке, если вам это нравится. Мы предлагаем вам слушать не только наши подкасты, но и использовать подкасты других авторов. Кроме того, смотрите простые фильмы с субтитрами на русском языке, а также регулярно слушайте радиопередачи. Найдите разговорную радиостанцию, привыкайте постепенно к скорости и интонации речи носителей русского языка. Сейчас мне хочется привести пример из личного опыта. Приехав в Германию 20 лет назад, я решила пойти учиться в университет на лингвистический и исторический факультеты. Я хотела изучать германистику и историю, чтобы позже стать преподавателем немецкого языка и истории. Идея была замечательная. Проблема состояла только в том, что я ни слова не говорила по-немецки. Все, что я могла сказать на тот момент, было «Как дела?» и «С Новым годом!». Смешно, не правда ли? Так вот, цель была огромная, можно сказать, наполеоновская цель, а именно выучить немецкий язык за 1 год, чтобы пойти учиться в университет. Я никогда не забуду разговор с моей мамой, которая, провожая меня в Германию, спросила: «Ты хочешь учиться в Германии?» «Да», был мой ответ. «Ты хочешь учиться на немецком языке?» «Да». «Ты говоришь на немецком языке?» «Нет». «Ты хочешь стать учителем немецкого языка?» «Да». «В Германии? В немецкой школе?» «Да». «Ты хочешь преподавать немецкий язык немецким детям?» «Да». «И работать в немецком коллективе?» «Да». «Ага», — сказала моя мама. «Удачи». Вам уже весело? Вы, может быть, спрашиваете себя, справилась ли я с этим заданием? Выучила ли я немецкий язык за 1 год? Осуществила ли я свою мечту молодости стать преподавателем немецкого языка в немецкой школе? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Я не только выучила за год немецкий язык, я окончила университет, работала преподавателем немецкого языка в немецкой школе, но и со временем стала завучем, помощником директора этой школы. Это было нелегко, спросите вы? Да, но возможно. Конечно же, вы можете сказать, что проще выучить язык
и разговаривать на этом языке, находясь в стране, где на нем говорят, и что нелегко выучить хороший другой язык за год. Я согласна. Но это возможно. Нет ничего невозможного. Все возможно, если верить в себя и использовать правильный метод, правильную технику в изучении языка. Поверьте в себя, занимайтесь понемногу каждый день. Не забывайте слушать, слушать и еще раз слушать. И вы скоро увидите результат. С вами была Ина. До завтра и пока-пока!